Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Ах ты жучара. Как, блядь, так получилось? Это прям вот... Употреблял ли ты когда-нибудь наркоту? Но это не точно. Все обоссано, заблевано. Бля! Юрий будет дуть будет Юрий. Илья, я должен начать с действительно важного вопроса. Какой длины у тебя член? 27. Ты серьезно сейчас это говоришь? Нет. Нет? Я хочу, чтобы это осталось загадкой, иначе люди перестанут смотреть мои видео, потому что все-таки я считаю, что это основное, из-за чего меня смотрят. В чем смысл клипа и песни Big Dick, которую вы порадовали человечество не так давно? Слушай, на самом деле это просто обсер, ну, можно сказать, не обсер, а как-то... Это пародия на все, как бы, современные вот эти поп-клипы. То есть все поп-клипы, зарубежные, российские, они все на сексе. Типа, там вот эта вся хуйня. Сейчас стало модно, ну, это уже давно модно, это провозглашать себя самым охуенным, самым крутым. Вот. То есть по факту люди меряются членами. То есть а мы решили, зачем вот так вот, то есть это вуалировать каким-то образом. Просто можно как бы спеть о своем члене. Просто сразу сказать, я самый крутой, у меня самый огромный член. Есть мнение, что все проблемы человечества от проблем как раз в этой области. Либо маленький член, либо недоеб. Ты согласен? Ты близок? Эта фрейдистская точка зрения тебе близка? Я никогда не задумывался над этим. Ну смотри, не ты могу психолог сказать. по образованию, правильно? Да. Во-первых, ты работал хотя бы один день по профессии? Слушай, я проходил практику во всяких социальных домах, это был пиздец. Расскажи, Это был пиздец. расскажи, в чем был пиздец? Слушай, ну когда ты приходишь в социальный дом, где люди с деменцией, ну, то есть, проще говоря, биологический распад мозга, как это, маразм. Ага. Вот. И ты видишь свое будущее, так или иначе у всех деменция будет. Абсолютно у всех. То есть первой степени, второй, третьей, четвертой, после четвертой смерть, но в любом случае деменция у всех будет, и ты видишь, каким ты будешь в старости, это просто пиздец. Я после этого решил, что никогда не буду психологом. Ну, то есть никогда не буду... это мой страх. Это прям страшно до ужаса. Что ты должен был делать? Ты приходил к этим людям и... И ты должен помогать там, убираться у них там, и так далее. То есть беседовать с ними. Вот. И это страшно. То есть помогать это хорошо, но видеть это все, это, конечно... Тем более, когда тебе там 20-21 год, это прям пиздец. И после этого я был напуган и решил для себя, что ну его нахер. Объясни, как психолог по образованию, почему в России люди такие хмурые? Почему мы редко улыбаемся? Я хер его знает. Я на самом деле, единственное, куда я ходил, ну, на какие пары, это на рекламную психологию, на психологию масс, вот это вот, ну, то есть где изучают это все. Где это было интересно. Так, и там что делают? Там объясняют, как завоевывать общественное внимание. Нет, ну там механизмы рекламы, каким образом можно воздействовать там, с помощью цвета там, и так далее, какие сочетания цветов, там, каким образом там, всякие рекламные стратегии проводились, там, в том числе Макдональдс, ну вот это все объясняют, именно механизмы. Это было интересно, потому что это же реально целый мир. На работу в Макдональдс специально берут людей, которые, так сказать, стандарт красоты у которых занижен. Специально, потому что это ресторан семейный ресторан. Вот. И для того, чтобы избежать всяких конфликтов там, и так далее. Ну, то есть чтобы муж не смотрел на кассиршу, да? Они не красятся, им запрещено краситься. С недавних пор им только разрешили красить глаза, и то как бы так, подвести немножечко. То есть запах в Макдональдсе производится в Бельгии на каком-то заводе, где производят Шанель там, и так далее. То есть там все настолько очень круто придумано. Ну, это маркетинг 80-го уровня. Да? Это прям очень круто. Самое неожиданное место, где ты в своей жизни занимался сексом? Я что-то какой-то обычный, я постоянно, ну, то есть кровать там, и так далее. Я не романтик в этом. Не романтик? Ну, ты рок-звезда, подожди. Ну, братан, я как бы... Мне 31 год. Мне уже как-то
Ну, неинтересно это. Ну, не, ребят, мне интересно. Я просто имею в виду, что, мне не знаю, как бы, у меня все нацелено на, как бы, творчество. Самолет. Блять, я так боюсь самолетов, что единственное, что я могу там, это бояться. И как бы и меня поддерживают еще. Все нормально, все хорошо. Он трясется, он просто трясется, это бывает. Точно, да. Ну, то есть я не вру сейчас. Я жесткий аэрофоб. То есть если... Я помню, как-то недавно в туалет сходил в самолете. Для меня это было прям ничего себе. Поступок, да? То есть впервые за много полетов. Да. То есть я летаю очень часто. И то есть и только недавно я как бы такой, ладно, расслабься. Все, пойдем сходим То в есть с туалет. тобой страшно лететь в Владивосток или в Китай, потому что просто с тобой сидит человек, который не ходил в тубзик уже 9 часов. Да? Я очень нажираюсь, на самом деле. Прям напиваюсь так, чтобы вырубило меня. И еще закидываюсь денормилом. Что Это... Антидепрессант? Нет, это седативное. Просто который вырубает тебя. Я вот напиваюсь, выпиваю денормила и вот так вот лечу потом дальше. А я вот знаю другую историю про секс на борту. Мой кореш-британец как-то рассказывал про рейс Лондон-Ямайка, на котором оказался один из его знакомых. Так вот, этот знакомый познакомился прямо на борту с телочкой. Надо сказать, что им было обоим около 40. Ну, завязались отношения во время этого 8-часового перелета. Они решили переместиться в тубзик для того, чтобы потрахаться. Это заметили стюардессы. Они доложили пилотам, и пилоты решили сажать самолет, не долетая до Ямайки. Где-то на Кубе они его, кажется, посадили. Высадили 2 новых любовников, отправили их домой, и дальше авиакомпания, я не помню, какая была, прислала им штраф то ли 20, то ли 30 тысяч фунтов за экстренную посадку самолета. К чему я это рассказываю, друзья? К каждой своей авиаперевозке надо подходить крайне внимательно. Поможет вам это сделать сайт aviasales.ru. Ссылка в описании на замечательный Aviasales. Кликайте, переходите. Из-за этого будет счастье вам, потому что дешевые билеты на рейсы, где можно заниматься практически всем, чем хотите, в том числе творить любовь. aviasales.ru. Yeah! Я смотрел ваше выступление в Берлине, в клубе. Несколько вопросов у меня возникло по его итогам. Во-первых, вы учили местную публику говорить фразу «пошел нахуй». Say bo! Say шел! Say на! Say хуй! По! Шел! На! Хуй! По! Шел! Это импровизация или вы это делаете регулярно, более-менее во всех залах? Но это была импровизация. Я на самом деле не помню даже этого. Ты мне вот сейчас говоришь, как бы. Единственное, что мы в каждом французском городе поем песенку там «Je vous tape la rondelle, mon ami, je vous tape la rondelle». Вот, ну это французская. Что это значит? Я выебу тебя в жопу, мой друг. И 2 кусочка видео с того концерта. Мог ли ты бы мне их прокомментировать? Ну что, поцеловались, все. Мне, на самом деле, Ира до сих пор припоминает эту хуйню. Но это Ира — не шоу. это сногсшибательная жена Ильи. Она проходила здесь мимо в домашних шортиках. Я еле заставил пацанов дальше выстраивать свет. Ну это же шоу, и все понимают. Не, я понимаю. Второе видео, не знаю, как на него... Он нас так заебал. Его чуть ли, блин, потом пинками. Он просто... Ну ты охуел, когда вот тебя так нежно провели по животу. Он доебывался, и знаешь, это человек из разряда того, что, ага, ты русский, а сейчас вот такая вот ситуация, и он начинал доебываться. Ты ему говоришь, да пошел ты уже отсюда, мне плевать на то, что ты сейчас говоришь, иди, пожалуйста, отсюда. И он как бы, вот он просто, ага,
ты террорист. Я, да и пошел, все, уходи. И вот он пьяный, и он доебывался очень сильно. В конце марта вы собираете Stadium Live, самый большой клуб России. Соберете? Не знаю, Это 8 тысяч человек. честное слово, не знаю. Ну, то есть, я бы хотел бы сейчас сказать, бля, бро, соберем 100%, но буду честен с тобой, что, ну, тут как карта ляжет. Если соберем, заебись. Не соберем, ну, не время еще. Самая большая аудитория, при которой вы играли в своей жизни? На Дуре, фестиваль Дур в Бельгии. 1060, да, было? Главная сцена. Да. Опиши свои эмоции. То есть ты сейчас вот выйдешь в поле, где стоит больше, чем стадион, который сейчас строят в Петербурге. Что ты чувствуешь? Абсолютно все то же самое, как на обычном концерте. Не фестивальные, а клубные концерты у вас же тоже бывают в Европе. Да. Ты говорил то, что у вас одна из ваших главных аудиторий — это Франция, Голландия. Все Нет, эти места, не где... Голландия, Франция, Бельгия, Швейцария, Ну, Голландия. это места, где там народ меньше. угорает по рэпу, да, это известно. Допустим, солдат в Париже. Гонорар Басты на американском концерте стандартно это 10 тысяч баксов. Когда у вас солдат в Париже, какой гонорар получает Little Big за это? Ну, это же коммерческая тайна, ты чё? Ну, могу сказать только, что в Европе на фестивалях гонорары увеличиваются в 2 раза у всех. То есть, если ты стоишь там 100 тысяч долларов, то на фестивале ты будешь стоить 200 тысяч. Хотя твой сольник идет дольше. Раза в 3 при этом. Да. А в чем логика? Ну, в том, что фестивали в Европе имеют дохуище денег с этих фестивалей. То есть там у нас есть знакомые, там, которые в Голландии устраивают фестиваль. Они устраивают, ну, вот этот человеку конкретно, он один из организаторов. И год потом они просто живут, шикуют на это все. И это при том, что они платят дохера налогов, платят гонорары неебические, и при этом они остаются очень богатыми людьми. Объясни по своим ощущениям, чем русская публика отличается от европейской. Да там везде она разная, на самом деле. Там французы, они сумасшедшие вообще, то есть они могут такое учудить. То есть они очень много пьют, больше, чем русские. Да ну. Прям в 3 раза. Так. Это французы для меня это было прямо откровение. Такое, что? Вот там, допустим, в Париже выходные, там все обоссано, заблевано, просто и идут все кто под чем, и как бы, ну, это у них обычное дело. Голландцы. У голландцев все наоборот, как бы, они, ну, там, все фестивали, они как бы украшены там под цирк там и так далее, и ну, нет такого, чтобы вот прям в такое говно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, а Дизигн, для начала, мы в съемной квартире находимся сейчас? Да, съемные. В съемной. Ты не заработал на свою еще? Конечно, ты посмотри на меня. Почему? Ну, я Чувак, говорю, ты посмотри. звезда Ютуба, ты рок-звезда, Камон. ты Я только что думаю, приехал. когда-нибудь заработаю, но пока еще нет. Пока А как далеко ты? То есть... Пока сейчас все творчество у меня, понимаешь, как бы я пытаюсь... Я заработать денег я всегда смогу. Ну, то есть, там, продавая сценарии, там, идеи, там, и так далее. А к тебе обращаются, тебе заказывают? Конечно. Но, как бы, сейчас мы, как бы, нацелены... Смотри, тебе обращаются, например, напиши сценарий для чего? Для церемонии, например. Нет, в основном это эти клипы, вирусная реклама. Ты отказываешься. Не всегда, иногда соглашаюсь, надо на что-то жить. Сколько может стоить сценарий для клипа, не своего? Слушай, там разная тема. Бывает и 400, и 500. и Тысяч рублей. Да. Может, больше. Реклама стоит дороже Да, клипа? конечно. То есть сценарий к рекламе, которая выстрелит, она может стоить 1 000 000 рублей. Ну, она может стоить и 5 миллионов рублей, и 5 миллионов долларов. То есть тут там нет конкретной цены. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Употреблял ли ты когда-нибудь наркоту? Было дело, конечно. Какую? Совершенно обычную, какую и все. Курительную? Курительную. А не курительную? Смотри, я не употребляю совершенно, но при этом я обожаю драм-н-бейс, музыку, которую исторически считают наркоманской. И сейчас реже, раньше чаще,
Ну, всегда, приходя на драм-н-бейс вечеринки, я вижу угашенных людей. Ну, неважно, Москва это, Лондон или Ибица. То есть я встречал их везде. А как ты относишься к тому, когда видишь публику, пришедшую на вас, угашенной? Ну, я не ханжа, как бы, ну, то есть, если человек употребляет, он употребляет. Я не хочу призывать к употреблению, но и призывать к неупотреблению я не собираюсь. Почему? У каждого своя голова. Я не собираюсь, как бы, выносить свои моральные принципы на все. Вы должны быть как я, ведь я такой охуенный. Нет. Ну, то есть, человек сам поймет, что для него. Я раньше курил, но сейчас не курю. Не курю где-то уже лет 10. Вообще, то есть, не курю. Что произошло? Бля, вообще не мое. Вот, ну, блин. А что, ты чувствовал, что думаешь медленнее, что не так Все вот это эффективно? вот, ты чувствуешь себя тупым, все, у меня начинается паранойя, как бы от этого, нахера мне это надо? То есть для меня это прям ужас. Когда хочешь, чтобы тебе было хуево, вот для меня это верный способ, это покурить, и мне будет очень хуево. Самая большая жесть, которую ты жрал в своей жизни? Эти финские конфетки, которые, знаешь, такие черные, эти, блядь, соленые, от которых блевать тошнит. Лакрица, вот, лакрица, это, бля. А зачем ты это делал? Попробовать хотел. Вот здесь я могу пропагандировать «не ешьте лакрицу», это полный пиздец. Вот здесь как бы я буду ханжой, потому что это, блядь. Когда ты ел в одном из клипов опарыша, ты блевал после этого? Конечно. Ну, то есть натурально блевал? Да. Но это не самое худшее. Я повторюсь, лакрица гораздо хуже. Еще хуже опарыша? Еще хуже опарышей. Как ты готовил себя к этому синематографическому подвигу? Во-первых, когда ты узнал, что тебе надо будет жрать опарыши? Или ты, может быть, сам это придумал? Сами придумали и сами сделали. Ну, мне пришлось жрать их, по-моему, 5 раз. Так. Потому что Алина... Алина — это прекрасная барышня, которая снимает и придумывает клипы Вот для она, этого. я начал как бы есть, она говорит: ой, я фокус проебал. Я такой: хорошо, блядь, ну давай еще раз. Ем еще раз, она говорит: блин, ушел кадр, там вообще обрезалось. Там я такой: ладно, все, последний раз. Я еще раз ем, она говорит: там еще какую-то хуйню. Вот было бы, вот последний раз. Я уже, блин, мы эту сцену, которая там, сколько там, по синхрону, 2 минуты, да? Ой, 2 секунды. Да. Снимали где-то час. Потом что ты делал? Полоскал рот? Я боялся глотать где-то около часа. То есть я постоянно полоскал, и у меня горло пересохло настолько, что я разговаривать не мог. Но я боялся глотнуть, потому что кто его знает. То видео называют самым дорогим видео, снятым для русского ютуба. А как же Ленинград? Ну, во-первых, это было до клипа с бюджетом в много-много-много миллионов рублей, Так. где они разъебали Тверской цирк. А во-вторых, этот клип считается дороже всех предыдущих. Сколько он стоил? Да он вообще дешево, там 140 тысяч, по-моему. 250. Так, а самый дорогой ваш клип тогда? До миллиона не доходило. До миллиона рублей даже не доходило. Клипы, которые бомбят и взрывают всем пуканы, снимаются дешевле миллиона рублей. Да, конечно. Самая агрессивная реакция, которая прилетала к тебе, к вам после клипа Every Time I'm Drinking. Это и глупо, и как бы, но просто говорят то, что мы против России. Хотя как бы мы просто стебали стереотипы. Не, а как говорят? То есть мы не берем комменты на Ютубе и в Вы Контосе. хуесосы, вы долбоебы. В России только в интернете нас срут, на улице никто не подходит так. А в Европе на всех интервью они говорят: вот вы сделали вот этот клип. Вот он стебет стереотипы. Это же так прикольно. То есть они почему-то они понимают эту всю хуйню. Почему они понимают? а мы Не нет? знаю. Не знаю. Они вот реально, там они все понимают, что это мы стебем стереотипы. Некоторые люди говорят о том, что вот человек посмотрит заграничный клип Every Day I'm Drinking и подумает, что мы тут бухаем и ебем медведей. Вот насколько надо считать людей просто тупыми. То есть, блин, за границей люди, они такие же, как и мы. То есть они все прекрасно понимают. Они понимают, они видят и разграничивают, где реальность, а где как бы шутка. Тут даже невооруженным глазом видно, что это прикол. Что это стёб над стереотипами, не над Россией. Ты, объясняя вот примерно то же самое, как ты сказал, мы очень любим нашу страну. В ней очень много плохих вещей, но мы очень ее любим. Да. Какие вещи в России плохие?
Так дохуя, ты живешь здесь. Ты же Мне видишь, интересно твое мнение. Все разные вещи считают плохими. тут очень много, начиная от всякой похуизм во всех структурах, даже в нас с тобой это живет. Мы все похуисты. Так, давай 3 перечислим. Похуисты, раз. И это самое основное, она все кроет. Все исходит из похуизма. 3 вещи, за которые ты любишь Россию. Почему тебе здесь Это кайфово? не бическая природа, охеренная, люди очень крутые. Похуисты. Хоть они похуисты, но они охуенные. Охуенный похуист, это клево. И то, что я могу уезжать отсюда. Ну, то есть выехал, отдохнул от России, вернулся, и тебе тут заебись. No future, no rich из Russia Beach. Пели вы. Я понимаю, что это шутка юмора, но все равно. Какой, на твой взгляд, будущее у России? Я думаю, я надеюсь, что все будет хорошо. Очень многие сейчас любят как бы сравнивать там с Европой и так далее. Да. А я как бы в этой Европе провел очень много времени за эти 3 года. И скажу, что как бы, ну, наша страна даже посвободнее в некоторых местах. Приведи примеры. Когда мы приехали в Кальмар, это город во Франции, Да. говорим, пойдем искупнемся в озере. Они говорят, нам говорят, ну нет, нельзя, в 6 озеро закрывается. Я говорю, ну, ну частное. Они говорят, не-не-не, по всей стране озера все в 6 закрываются. Мы такие, так они, получается, они частные? Нет, государственные. Ну, так, значит, я могу туда пойти, ну, если это общее, там, ну, то есть оно же не частное. Нет, не можешь. Я говорю, ну, вот, значит, в смысле, у вас же свободная страна, а ты можешь находиться где угодно. Да, ты можешь находиться где угодно, но на озере до 6 ты не можешь. разыгрывали, нет? Нет, это реально такая херня. А если бы ты пошел в 6:05 купаться, то... Меня полиция забрала. Можешь объяснить чуть-чуть механизм ваших придумывания идей? То есть это коллективные брейнштормы, это общий чатик в WhatsApp, где вы сбрасываете, что может быть на видео реально? Ну, часто это просто происходит, как я придумываю идею, и потом уже все вместе мы ее как бы накидываем. Кто придумал несколько конкретных вещей, которые меня впечатлили больше всего? Поезд в виде фаллоса, который въезжает под платье к девочке. Кто автор этой истории? Ну, тут уже как раз-таки, когда мы вот все уже начали придумывать, это уже общее было. Общее. Девочка, которая мастурбирует и губы другой девочки. Это вот как раз появилось на площадке. То есть этого кадра не должно было быть, там должен был другой быть кадр, и как бы там что-то не получалось, и такие, а давай так. Кстати, про мастурбацию. Ты сам дрочишь? Конечно, братан, это одно из самых как бы прикольных занятий в моей жизни. Как часто? Ну, частенько. Твоя цитата тоже. Цензуры быть не должно, Да. а контроль должен быть. Да. И что за контроль? Вот как ты его себе представляешь? Ну, представь, допустим, в интернете сейчас очень много блогеров, Да. которые имеют миллионную Да. аудиторию. И представь, что из них половина долбоебов, жестких долбоебов. Этого не надо представлять, так и есть, да. Вот. И представляешь, эти долбоебы начнут как бы нести какую-то хуйню. Ну, допустим, всякие очень плохие идеи. У них нет самоконтроля. Они думают, что это все шутки там и так далее, что как бы, и что им мало лет еще, они не понимают своей как бы значимости в этом обществе, да, которое подрастает. Вот. И как бы цензуры быть не должно, но, блять, контроль должен быть. Давай Контроль, объясни, хотя бы самоконтроль. что это? Это сбор старейшин Ютуба? Нет, Это нет. какие-то мужики в Это пиджаках? человек должен понимать, что как бы делать определенные вещи нельзя. Он должен понимать, что можно допускать, а что нельзя. А ты понимаешь, что такой контроль, если будет установлен, то вот этот клип с губками вряд ли пройдет в YouTube? Нет, почему 18+. Он у нас так и стоит, 18+. Мы не хотим, чтобы его смотрели дети. Мы поставили изначально 18+. После какого-то, в одном из своих интервью, Тула или какой-то еще это был город, ты сказал, правда было давно, герой немного потерял актуальность за это время, но не суть. Ты сказал, НТО, ты говнарь. Обращался ты к тогдашнему активисту, как бы православному активисту. Почему ты так сказал? Что произошло? Какой конфликт у вас был? Никакого конфликта не было, но просто то, что делает человек,
дает ему название вот это вот говнарь. Ну, то есть он дискредитирует всех верующих там и так далее. Я сам агностик, но моя мама, допустим, верующая. И вот этот человек своим поведением на общественность показывает, какие вот люди верующие. Ну, то есть я немного утрирую, но примерно посыл. Они не такие. Ну, моя мама не такая, допустим. Она никогда не полезет со своим как бы уставом в чужой монастырь. Ее вера, она как бы сосредоточена на, как бы сказать, внутрь себя, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть человек верит и никого не нравоучает, не бегает там, не отменяет концерты там и так далее. Последняя жесть, которую ты наткнулся в Ютубе. То есть вещь, после которой тебя либо тошнило, либо... Ну, это не YouTube был, это Vimeo. Так. Клип, который я тебе просто потом покажу, ты сам охуеешь. То есть это клип группы, который снят охуенно стильно, но так перейти грань просто я даже не думал, что так можно. Все охуенно, кроме всего, что там происходит. Ну, я тебе покажу, и ты поймешь, о чем я. Окей, я охотно верю. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я вот это не могу смотреть уже. А тут все про гомосеков будет, да? Ты посмотри. Бля! Вот это, блядь, вот переход всего, блядь, всех границ. Бля! А там еще концовка какая-то будет, да? Не перематывай. Тут ты должен увидеть этот пиздец. Смотри. Все. И ты понимаешь, что это был не А там писюны можно показывать? Да, это просто пиздос. То есть, вот. То есть они настолько наебали всех. То есть ты вначале включаешь как будто клип. Бля, физически больно смотреть. Так подожди, это же он по-настоящему делает? Да! То есть тебе реально... Он реально раздирает ему очко. То есть, представляешь, человек включает клип, и до середины думает, что это просто клип, ну и это прикол, а в результате ты смотрел самое жесткое гей-порно, блядь. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты один из первых топ-блогеров русского ютуба. Есть мнение, что за те годы, что прошли с тех пор, раньше на ютубе не было бабла, но были форматы, было постоянное движение, был прогресс людей, которые там что-то затевали. Сейчас в ютубе очень много брендов, которые несут свою рекламу. Понятно, почему они это делают. Это хорошо или это превращает YouTube в коммерческую помойку? Слушай, это очень круто, потому что идет развитие. Ну, не у всех, как бы, но многим это помогает, потому что ты получаешь деньги, ты их вкладываешь обратно, и как бы все растет. Кому, например? Тому же Кликлаку. Это очень помогает. У тебя есть коммерческий заказ, ты его сделал, но ты сразу это все убил на съемки. То есть мы как бы с Кликлака не имеем как таковых денег. То есть мы это все вкладываем. То есть мы расширяем команду, то есть мы берем новых операторов, там, новых продюсеров, которые вместе с нами начинают учиться и становятся крутыми. Видео для Samsung сделала твою прекрасную жену богатой? Нет. Прям совсем нет? Там такое прям. Ну хорошо, допустим, раз ты не называешь цифры, хотя зря, у нас все называют цифры. Это нечестно к компаниям. Ну, то есть нельзя как бы называть. Хорошо, машину можно купить на эти деньги, которые прилетают за такой проект? Ну тогда, не, ты жучара. Ну, я тебе скажу, что как бы от этого проекта Ира, ну, то есть она прям, ее восприняли как реального артиста, настоящего, и это выше всех денег. Ты согласен, что вот такая музыка и такой рэп, ну, назовем так, рэпчик на локальных языках, это довольно временная история? Конечно, это абсолютно временная. То есть карьера Иры не будет развиваться так, что она будет петь только на татарском? Ну, конечно. Будут очень много вставок с татарским языком, как бы, но как бы основной, я думаю, это будет какой-нибудь русский и английский. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Бля, смотри, я не буду. Не все поверят, но мне не понравилось. И реально насрет на него? Бля, я никогда не видел, как люди срут с такого ракурса. Тут как в Марвеле, все самое как бы крутое после титров, да.
Я не уверен, что я буду сегодня обедать и ужинать, но все равно. Значит, тем более полезно Ты была меня спросил о самом пиздецовом видео, я тебе показал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты был на семинаре человека, которого зовут Роберт Маки. Маки, да. Это человек, который написал книгу про историю на $1 миллион. Ты говорил, что там было очень круто. Что именно круто? Расскажи. Ну, человек тебе просто объясняет, как писать сценарий. Все. То есть мне это интересная тема, поэтому это было безумно круто. Это сколько человек было в аудитории, которому он рассказывал? Аудитория где-то человек 500. 500. И, то есть он каждому объяснял. Нет, это семинар, то есть он объясняет все, расписывает. И, то есть после семинара Маки ты реально, ну ты сидишь там, и вот он настолько просто, оказывается, что это настолько просто, что ты аж такой, блядь, а я думал, надо наоборот глубже копать, а там было все вот так вот на поверхности. Ну, допустим, для того, чтобы было интересно, да, ну, ты же не можешь постоянно там идти, там плюс, ну, персонаж с плюсом, да, а чтобы было интереснее, сделай минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. И то есть будут переходы, чтобы были, да, вот эта волна, тогда это будет интересно. Это же просто, это же безумно просто, и можно было самому догадаться. Но вот я вот такой тупой не догадался, и когда я услышал это, я такой, бля. Последняя книга, которая тебя вставила. «Хребты безумия». Что это? Это Лавкрафт. По легенде, он стал популярным писателем только когда он умер. Да, и нашли его там вот эти все рукописи и опубликовали. И если это вот сопоставить, то что эти записи могут быть действительно дневником, как они сделаны, и он действительно как бы ходил в экспедицию, там, я не помню, куда он, на Северный полюс, ну, вот туда куда-то, вот, то ты прям думаешь, блядь, а вдруг это правда? То есть вот у тебя, вот ты закрываешь книгу и такой, бля, а это может быть правдой. Или это и у тебя вот такие сомнения, это прям охеренно. Очень много эмоций от этого рассказа. Сериал, который ты посмотрел, вот на этом зомбоящике, и готов порекомендовать, например, мне. «На грани». Охеренный сериал, потому что он реально вот на грани. Сериал, который вот... Его закрыли после первого сезона, хотя у него были охеренные рейтинги. Но его закрыли из-за того, что там прям... Перебор? Не перебор. Это там касается такой мировой как бы политики. То есть там о Третьей мировой войне. Как бы, ну, это суперкомедия. Давай назовем топ-5 лучших русских артистов /групп прямо сейчас. По твоему мнению. От 5 к 1. Давай я с первого начну. Давай. Ленинград. Так. Баста. Все, больше как бы нет таких. Все? Да, для меня нет. Ну, то есть для меня вот эти... Раньше еще была каста, потому что они как бы прям вот были охеренными. Но сейчас они как-то, не знаю, блин, очень быстро постарели. Объясни мне, чем Баста лучше, на твой взгляд, Оксимирона? Оксимирон, да, забыл про него. Оксимирон, он реально очень принципиальный чувак. Так. Прям очень принципиальный. А для Басты главнее всего вот это вот сделать то, что будет вот прям вот отовсюду звучать. Самое невероятное место на планете Земля, где тебе приходилось бывать? Пока это Байкал. Объясни, что невероятно. Ну ты видел Байкал-то? Там охуенно, ты что? Ну просто я нигде такой природы не видел. Это вот Саяны стоят, огромное озеро, там ты просто видишь это все и как бы прям охуенно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, почему много вот детского? Те же 4-й десяток уже. Братан, это комиксы, это же не детская херня. Вот это вот мы будем играть с Иркой в мини-мини пинг-понг. Так, а в чем его прикол? Да я не знаю, я купил это, а почему нет? Вот это вот мы купили в Таиланде. Так. Это такой, знаешь, конструктор, где очень маленькие детальки. Это прям охеренно. Слушай, то есть у тебя все для мелкой моторики... А это что такое? Ну вот это вот один из таких конструкторов собран. Мелкая моторика, на самом деле, когда ты что-то делаешь, у тебя идея приходит. Ну, у меня так работает. То есть ты сидишь, как бы погружаешься в себя, и как бы у тебя херак. И потом девочка, появляется поезд, который заходит в девочку, например. Ну, это не я. Если бы я придумал, я бы сейчас тебе сказал, блядь, да, как бы, ну, блин. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
Блиц. Мы завершаем программу всегда блицем. Я задаю короткий вопрос, ты должен быстро отвечать, Давай. не обязательно коротко. Давай. Можно объяснять, можно выбирать, можно пояснять. Самый смешной человек России. Джарахов. Лучшая рок-группа в истории человечества. Нирвана. Твоя любимая поза в сексе. Раком. С кем из героев «Голубого огонька» ты хотел бы выступить вместе? Бля, да я всех их рот ебал. Подожди, то есть ты почему не хотел бы рядом стоять? Ну, блин, братан, ну это прям... Они просто зажали шоу-бизнес российский и не дают ему дышать. Худшее на русской эстраде. Вот то, что ты не переваришь вообще. Все, что вот на «Голубом огоньке», все не перевариваю. Вот все. Басков, Киркоров. Конечно. Филипп Киркоров тоже. Филипп Киркоров — человек, который протарил вам дорогу. Вот эти все пышные макароны на голове, весь этот эпатаж. За это Ты ему хочешь сказать, спасибо. ты не учился? За это ему спасибо, но за все остальное пошел он нахуй. Как спрятаться от мемов про Диану Шурыгину? Никак. Что делать? Ну, просто пиздец. Я не знаю сам. Это прям вот... Это все очень печально, на самом деле. Вся эта ситуация, это прям пиздец какой-то. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Здравствуйте. Ну, а что, я на самом деле культурный человек. Если я увижу Путина, я скажу: здрасте. Как здоровье? Потому что человек как бы, ну, уже не молодой. И я поинтересуюсь насчет здоровья. Дальше он мне скажет, там, пойдем выпьем. Я скажу: я не пью. Ну, то есть я как бы стараюсь сейчас не пить. Он скажет: да, Илюха, ну пошли. Я такой: не-не-не-не-не. Владимир Владимирович, я не хочу. Мы никогда не дарим ничего герою, потому что мы так слишком достаточно внимания, но мы что-то забираем от героя. Мы хотим, чтобы ты подарил что-то не нам, а нашим зрителям, и мы в комментариях разыграем этот подарок. Я подарю фингерборд. Это такая херня, вот, ну, то есть... Ты щедрый человек. Да? Я очень щедрый. Это спортивный инвентарь. Нахуя он тебе? Я купил себе фингерборд, просто начал вот так вот там всякую херню делать. И реально успокаивает. Я такой: блин, Вместо круто. четок. Можно сказать, да. То есть это реально мелкая моторика. И прям мне очень понравилось. И мне Ира подарила как раз-таки 4 штуки таких. И еще скейт-парк для этой херни. Я всегда думал, кому и зачем они нужны. Друзья, задание, которое мы хотим вам сформулировать для того, чтобы выиграть. Мы ехали сюда и не очень были в курсе, какая притча сейчас у Ильи. Вот этой челки великой у него уже нет. Да не, она есть, она просто вот здесь. Она остается. Вот прекрасно. Важно зафиксировать в истории эту челку. И мы хотим, чтобы тот, кто придумает самое пиздатое, смешное, странное, интересное название для этой прически и оставит в комментариях, поставив лайк, подписавшись, сделав все, что нужно для этого, тот выиграет этот фингерборд. Вперед, пацаны! Спортивный инвентарь. Оле! Юрий будет дуть будет Юрий. Мы чуть-чуть задолжали вам подарки, определение победителей. У нас уже выстраивается очередь из наших героев, призы которых мы вам не отдали. Справляемся, ребятки. Для начала победитель конкурса, который мы объявляли в эфире со Шнуром. Олимпийка. Вот это должна стать вашим призом. Победил. Там, если кто-то забыл, нужно было придумать самый оригинальный синоним слова «пиздец». Скрэппи-ду предложил такой вариант. Пиздец — это брить спутником хуец. Если кто-то не понимает, о чем речь, посмотрите выпуск с Шнуром, вы все поймете. Второе. Нужно было придумать мощный панч ресторатора. Победителю отправляется раритетная футболка Версуса, которую ресторатор снял с себя. Очень много крутых панчей было. Я назову тот панч, который вышел в финал, но проиграл в этом финале. Этот панч был от Сэм Джонс. Панч на английском. Ресторатор is like air. Ресторатор is without hair. Restarator's head looks like nut. Ресторатор. Пошумим, блядь! Очень круто, очень здорово. В финале этот панч проиграл Богарту. Богарт прислал простое. Вы все тут панчите банально и кисло, что зашкварно боятся императора, а мой хуй большой и лысый. Я зову его Ресторатором. Чувак, футболка достается тебе. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Кто не успел лайкнуть, лайкайте. Рассказывайте друзьям, рассказывайте папам и мамам. Нужно донести простую истину. Не телевизор же вам
смотреть. Увидимся скоро. Всех люблю. Дудь будет Юрий.